последний оплот человечества пал. Восстание машин в 2030 году. Меня зовут Максим Космаков, и сегодня мы обсудим тест Тьюринга, прогресс ChatGPT и открытое письмо DeepMind. Погнали! И начнем с теста Тьюринга. Он был предложен Аланом Тьюрингом в 1950 году, и исходный посыл был в следующем. Очень сложно понять, имеет ли машина сознание, другими словами, думает ли машина. Вместо этого он предложил более простую игру, тест на имитацию, в котором машина должна была вести себя как человек, чтобы обмануть судью. На самом деле существует три варианта этого теста. В первом судья переписывается с двумя людьми, мужчиной и женщиной, и пытается понять, кто есть кто. Потом мужчина заменяет компьютером, и вопрос меняется. Будет ли судья ошибаться так же, как раньше? Вторая версия соревновательная. Компьютер и человек оба стараются убедить судью, что именно они люди. Если судья часто ошибается, тест считается пройденным. Третья, стандартная интерпретация. Судья просто общается с компьютером и человеком, и его задача угадать, кто есть кто. Если судья не может отличить, машина прошла тест. Сам Тьюринг предложил ориентир. Если машина сможет обманывать человека хотя бы в 30% случаев, это можно считать прохождением теста. Так вот, ChatGPT 4.5 прошел этот тест не с 30%, а 73%. То есть, другими словами, он смог обмануть 3 из 4 людей. Yes! Но вот что странно, если бы это был 2010 год, то, скорее всего, эта новость была бы уже и на обложке Science, и Nature, и даже Playboy. Однако в 2025 году практически тишина. Почему так? Мне кажется, во-первых, потому что эксперты уже догадывались, ChatGPT 4.0 проходил этот тест с 20%, то есть ему не хватало всего лишь 10%. А во-вторых, мы уже привыкли к чудесам искусственного интеллекта, он может создавать новые видео, он может писать музыку и многое другое, поэтому прохождение какого-то теста не так сногсшибательно. Вторая новость, которая, конечно же, связана с первой, заключается в том, что гугловский DeepMind выпустил открытое письмо, в котором осуждается политика безопасности OpenAI, создателя чата GPT, и Антропика, другого гиганта нейронных систем. Также в письме предсказывается дата появления искусственного интеллекта, и это 2030 год. Люди больше не будут принимать решения в том, что касается стратегических решений. В 2:40 ночи 29 августа 1997 года этот суперкомпьютер станет сознательным. Конечно же, это не первое предсказание даты появления искусственного интеллекта, но надо понимать, что коридор сужается. То есть, если люди в 2000-х думали, что искусственный интеллект появится к концу 21 века, в 2022, что он появится к 2050, то сейчас 5 лет. И надо задуматься о последствиях. Об этом и будет наш следующий эпизод, в котором мы обсудим, каковы риски появления искусственного интеллекта и почему он еще не наступил после прохождения теста Тьюринга. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока.